Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 30 апреля. Поехали! Американский штат Канзас испытал на себе сегодня новый удар стихии. По нему прошлось как минимум 3 мощных торнадо, которые нанесли огромный ущерб инфраструктуре. Самый мощный из них, которому присвоили категорию EF3, пронесся над городом Андовер. Вихрь переворачивал автомобили и срывал крыши с домов. Сейчас в некоторых районах города нет ни света, ни связи. Дороги при этом остаются заблокированными. Добраться до некоторых домов или то, что от них осталось, практически невозможно. Без электричества в Канзасе остаются 20 тысяч зданий. На данный момент ведутся работы по расчистке завалов. Под ними могут находиться люди, которым, возможно, нужна срочная медицинская помощь. Пока нет данных о пострадавших от буйства стихии. Пострадал не только Андовер, но и расположенный неподалеку город Уичита. В общей сложности этот торнадо-гигант успел разрушить или повредить более 100 зданий. Власти объявили чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием. Форт Майерс во Флориде как магнит притягивает к себе торнадо. Это уже 3-й торнадо в этом районе за последние 3 месяца. На этот раз он был категории EF0 по шкале Фудзиты, то есть самый слабый из всех существующих. Но и он сумел доставить хлопот местным жителям, нанеся повреждения их домам, гаражам и автомобилям. Этот торнадо приземлился в южном Форт Майерсе возле Винклер-Роуд. На видео, которое прислали очевидцы события, видно небольшая воронка, которая кружила в этом районе. По сообщениям жителей, этот торнадо был заметен около 2 минут. Синоптики выпустили предупреждение о грозе и ветре, но ни слова о возможном формировании торнадо. Так что можно сказать, что он был внезапный. Оценка нанесенного ущерба еще проводится, но по последним данным уже известно, что торнадо повредил крыши нескольких домов и повалил деревья. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет. В России продолжаются масштабные лесные пожары, которые охватывают все новые территории. 4 региона России за последние сутки открыли пожароопасный сезон. Саратовская область, Марий-Эл, Чувашия и Севастополь. А повышенный риск от пожаров зафиксирован в 72 регионах России. В некоторых из них введен режим чрезвычайной ситуации. Напряженная ситуация складывается и в Амурской области. В регионе введен особый противопожарный режим, запрет на посещение лесов. За последние сутки специалисты ликвидировали 54 природных пожара на площади 850 гектар. На данный момент, как сообщают СМИ, огнем охвачена территория в 7000 гектар. В Сибири и на Дальнем Востоке России уже больше месяца горят леса. Ситуация особенно тяжелая в Амурской, Челябинской и Тюменских областях. Причина большинства пожаров – это человеческий фактор. Местные жители жгут сухую траву и древесный мусор, но теряют контроль над огнем, который быстро переходит в степной, а затем и в лесной пожар. На минувших выходных на Туркестанскую область Казахстана обрушился мощный ливень, из-за которого оказались затоплены несколько сел. На данный момент создана специальная комиссия, которая занимается ликвидацией последствий стихийного бедствия. Из-за небольшого количества осадков оказались подтопленными дома и дворовые территории. По данным местных служб, в результате этого наводнения 50 домов, дворов и хозяйственных построек были затоплены. Погибло очень много домашнего скота. Пострадавшие от потопа сельчане с трудом припоминают, когда подобное несчастье обрушивалось на их дома в последний раз. Некоторые дома ушли под воду больше, чем на 1 метр. Особый урон был нанесен строением из самана. Еще одна проблема, которую принесли с собой большие потоки воды, это затопление сельскохозяйственных угодий. Для многих местных жителей сельской местности Туркестанской области их огороды – это основной источник продовольствия. В северо-западной части Колумбии, в департаменте Антиокия, власти ввели режим чрезвычайного положения. Сильные ливневые осадки, которые идут не прекращаясь уже вторые сутки, вызывают ужасные наводнения. Одним из наиболее пострадавших муниципалитетов от наводнения отмечен Баха-Каука. Как информируют СМИ, сильные дожди вызвали разлив реки Терраса. Это привело к затоплению большей части этого муниципалитета.
Максимальный уровень паводка достиг отметки в 2 метра. Потоками воды сносило как людей, автомобили, так и все, что было плохо закреплено. Согласно последнему отчету, пострадали 480 семей. Под водой оказались много домов и предприятий. Мало этого, в регионе также были отмечены сходы оползней, которые стали причиной обрушения 10 домов, и еще 16 были частично повреждены. Пострадало также и несколько мостов. На данный момент известно, что 4 человека пропали без вести, погибших или пострадавших не отмечено. Что-то невероятное происходит в Таиланде. После недавних сильных дождей тут отметили нашествие всевозможных червей, а также мошкары. Бедствие это окутало город Так, который находится в одноименной провинции на западе Таиланда. Эти кадры действительно ужасают. Местные жители уже просто не знают, как бороться с таким нашествием. На улицу просто невозможно выйти. Мало того, черви и мошка уже во всех квартирах и домах. Они проникают даже в мельчайшие щели. Как отметил один из местных жителей, проснувшись рано утром и выйдя на улицу, он был шокирован. Тысячи червей роются во дворе перед домом. Согласно сообщениям, некоторые жители деревни обеспокоились, что рой червей может быть признаком грядущих плохих событий. Возможно и такое, ведь перед самыми сильными землетрясениями происходит массовый выброс глубинной рыбы. Местные власти расследуют этот феномен. Примерно после полудня на Оман обрушился шторм, начались проливные дожди, град, сильный ветер и даже торнадо. Природа разбушевалась не на шутку. Кадры прохождения торнадо разместили очевидцы события в социальных сетях. На них виден довольно большой торнадо, который был отмечен в городе Рустак в регионе Эль-Батина на севере Омана. Как отметили жители, которые наблюдали за этим погодным явлением, торнадо буйствовал около 5 минут. Но все же он успел вплотную подобраться к домам жителей и нанести повреждения инфраструктуре. Несколько домов лишились своих крыш, часть были разрушены, но пострадавших среди людей не отмечено. В Индии продолжают фиксировать аномальную жару. Температура Земли достигает плюс 62 градуса по Цельсию, а температура воздуха держится на отметке плюс 50. Это просто невыносимая и ужасная жара. Среднесуточная максимальная температура оказалась рекордной за последние 122 года. В местные больницы все больше поступает людей с тепловыми ударами. Число пострадавших от аномальной жары в Индии превысило 2000. За последние 24 часа в штате Уттараханд было обнаружено еще 45 новых лесных пожаров. Сообщается, что в пожаре погибло по меньшей мере 5 человек, а также 7 животных. На помощь тушению были направлены и несколько вертолетов. Для борьбы со стихийным бедствием задействовано более 2000 сотрудников лесного хозяйства. Власти сообщают, что с марта месяца в регионе было зарегистрировано 928 случаев возгорания лесного массива. Индийский штат Уттараханд прославился в кавычках и по количеству оползней и камнепадов, которые сошли тут за последние несколько дней. Он фактически возглавил список районов, в которых наблюдаются оползневые процессы. Вы только задумайтесь, за последние 3 дня по штату было зарегистрировано 25 крупных оползня, в которых погибло 10 человек. В основном они повредили дорожную инфраструктуру и стали причиной блокировки движения транспорта. Власти призывают местных жителей быть внимательными при движении на личном автотранспорте и по возможности передвигаться группами. Аналогичный всплеск камнепадов наблюдался в Индии и в июле прошлого года, но тогда сильно пострадал штат Химачал-Прадеш. В Мексике наблюдается аналогичный с Индией всплеск лесных пожаров, который захватывает штат Мичоакан. Не менее 100 гектаров леса находятся под огнем на холме Уакус, примыкающем к шоссе Сан-Маркос-эль-Сабино. Сильные порывы ветра стали причиной быстрого распространения огня. Только вчера поступило сообщение о возникновении этого пожара, как сегодня он уже успел охватить такую огромную территорию. Десятки членов бригады и пожарных работают над борьбой с пожаром, который в настоящее время вышел из-под контроля. Над городом Урупан распространился плотный слой дыма, резко снизилось и качество воздуха. В этих регионах также отмечается и экстремальная жара. Столбики термометров превышают отметку в 40 градусов по Цельсию. Это, конечно, не сравнить с Индией, но все же данная температура выше средних значений на 5 градусов.
На простой вопрос, когда же прекратятся ливневые осадки в Саудовской Аравии, синоптики отвечают неоднозначно. Одни прогнозируют с понедельника сухую погоду, а другие, что дожди продолжатся как минимум еще 5 дней. Ситуация пока остается сложной, дожди продолжаются, а соответственно и наводнения. На этот раз пострадала столица Эр-Рияд. В Саудовской Аравии в результате недельных наводнений погибли 12 человек. За последние дни спасатели оказали помощь 271 человеку. Эвакуировано было 137 местных жителей. Потоки воды сносят автомобилистов, которые пытаются преодолеть водные преграды, хотя власти ранее выпускали предупреждения и просили местных жителей воздержаться от передвижения на личном автотранспорте. За последние сутки выпало еще 65 мм осадков. Уровень паводка местами превышает 60 сантиметров. За последние сутки на Земле произошло 141 землетрясение с магнитудой от 2,0 до 6,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 7 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Пустыня Белых Песков в Нью-Мексико. В самом центре долины Тула-Росса в американском штате Нью-Мексико находится одно из прекраснейших природных чудес мира – пустыня Белых Песков. Индейцы Апачи дали ей более поэтичное название – Фарфоровая. Она лежит на высоте 1291 метр над уровнем моря в окружении гор Сан-Андреас и Сакраменто. Фарфоровая пустыня охватывает огромную площадь, более 710 квадратных километров, и носит статус национального памятника США. К тому же она представляет собой самое большое месторождение гипсовых дюн в мире. В отличие от обычного песка, такой песок лучше отражает солнечные лучи, а это позволяет ходить по белым дюнам босиком даже в самые знойные летние дни. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.